Вот я приблизил еще ближе. Видите, сколько ее? Короче, ее там немерено. Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот прошло 4 дня, как мы с вами меняли воду у аулофоруса, да? И сейчас мы можем видеть, что вода достаточно мутная. То есть нужно в очередной раз этим червячкам подменить воду. Вот, смотрите. Страшная вода. А это говорит о том, что мы сейчас будем отделять инфузорию, которая находится в этой воде. Короче говоря, простыми словами, мы эту воду сольем и отделим инфузорию. Потому что подписчики спрашивают, как я отделяю инфузорию. Инфузория это очень мелкий живой организм одноклеточный, который хорошо подходит для кормления такой рыбки, как данио. Или простая данио, или данио-глафиш. Дело все в том, что данио с первого дня рачка артемии кушать сразу не может. И поэтому для того, чтобы она хорошо пошла в рост, ее нужно подкормить либо инфузорией, либо, возможно, подкармливание ее коловраткой. Тоже хороший корм. Для этих целей у меня есть вот две вот такие колбы. Ну, когда-то в них наливали горячительные напитки, так скажем, в недалеком прошлом, да. А сейчас я их использую для того, чтобы отделить инфузорию от грязной воды. И сейчас мы эту воду выльем в эти колбочки. С этих двух лотков выльем в одну колбу, а с тех двух других в эту колбу. И потом расскажу, что будем делать дальше. Извиняюсь за бардак, который вокруг. Но смотрите, мы вылили эту всю водичку. Она, конечно, запашок у нее такой не очень, да? Вылили мы ее в две колбы. Теперь, чтобы нам инфузорию вывести, так сказать, на чистую воду, необходимо вот здесь вот поставить мочалочку. Для того, чтобы воду, которую чистую мы сюда нальем, чтобы она не смешивалась с грязной. Вот такие у меня есть мочалочки. Вот я их специально намочил. Обычная среднепористая губка. Под размер вырезал. И теперь вот так просто берем ее. Туда раз. Опускаем вот к воде. И другую так же само. Сейчас я ее аккуратненько поставлю. Ну вот, как-то так. И теперь заливаем обычную воду. Вот я в кувшинчик набрал. И сюда наливаем чистую воду. Вот сюда мы налили до верха. И сюда сейчас нальем. Оп. Все. И теперь смотрите, какая получается ситуация. Здесь вода, которая внизу находится, она, ну скажем так, нехорошего качества. В ней находится инфузория. Инфузория, она, как и любое живое существо, дышит кислородом, растворенным в воде. А здесь, вот смотрите, вверху какая чистая водичка, прозрачная. Сейчас через эту мочалку инфузория будет стремиться выйти на чистую воду. И мы оставляем это все дело, ну я сейчас снимаю вечером, да, оставляем это все до утра. И вы потом посмотрите, сколько инфузории будет сверху находиться в этой колбе. Ее там будет миллиарды. Даже не миллионы, а миллиарды. Ну вы просто на это посмотрите все. Хочу также сказать, что из двух лотков я никогда в одну колбу не выливал, потому что ее там очень много инфузорий. Как правило, у меня один лоток идет на одну колбу. Этого хватает, чтобы прокормить малька в течение дня. Ну а ради видео, ради того, чтобы показать, как это я делаю, я это все сделал в двух колбах. Ну и тем более малька у меня нет, которого нужно кормить. Все равно это инфузория, это плохая вода выливается просто в раковину. Итак, друзья, прошли сутки.
Вода у нас в колбе отстоялась, муть осела. И вот можно видеть вверху, что в одной, что во второй колбе такая мутненькая водичка. Но это не вода мутная, а это просто, как мы с вами и хотели, снизу с грязной воды инфузория вышла сюда вверх. Сейчас я включу фонарик, вы ее увидите. Вот смотрите, видите, сколько ее там? Вот здесь и вот здесь. Сейчас я ее ближе сфокусирую, мы более детально на нее посмотрим. Вот, пожалуйста, смотрите, вот это все инфузория. Видите, здесь ее сколько? Там даже аулофорус, червячок есть тоже. А внизу, как видите, чистая водичка. Ну, там тоже еще есть инфузория, если присмотреться. Она не вся еще сюда поднялась. Ну, вот такое количество в одной колбе. Давайте во второй посмотрим. Вот вторая, смотрите. Капец ее сколько. Вот когда маленькие малечки есть, это отличный стартовый корм на первые 2 дня. Ну, как правило, я инфузорией кормлю Данио, потому что Данио сразу с первого дня не может взять рачка Артемии. А откуда она берется, эта инфузория у аулофоруса? Ну, там же кормим мы аулофоруса хлопьями перемолотыми. И в этой воде заводится инфузория. И тоже неплохо себя чувствует. Видите, сколько ее здесь? Вот я приблизил еще ближе. Видите, сколько ее? Короче, ее там немерено. И вот вторая колба тоже. Вот такой дармовой живой корм живет вместе с нашим аулофорусом. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие интересные видео. До встречи на канале Разводня как хобби.